Да, значит, это моя версия. Я об этом написал еще несколько лет статью. Есть несколько фактов, которые указывают на то, что тот самый знаменитый летописный Киев – это современный Санкт-Петербург. Да? То есть, как бы абсурдно это ни казалось, да, вот так вот. Но если мы начнем делать анализ перекрестный, ну, выводы сами на себя напрашиваются. Объясняю почему. Значит, дело в том, что ни на одной карте ранее середины XVI века Киева вы не найдете, который на Днепре Киев. Ну нету его, ну хоть ты убейся. Если ты найдешь Киев на Днепре, хоть на какой-то карте ранее середины XVI века, можешь смело писать в Нобелевский комитет и получишь Нобелевскую премию. Смело. Но нету его. Хотя нам говорят, что ему 1500 лет, Киев это древний город, там, все вот эти, Ярослав Мудрый, все дела, 5-10, его основатель, там еще там. Ну, нету его. Как это так? Нам по официальной версии истории говорят, что там вот его Батый разгромил, сжег, и потом он после этого перестал существовать, и возродили его только уже действительно там, в середине 16 века. Когда был Батый и когда 16 век. Да. То есть, во-первых, с чего вдруг? Про него вспомнили и начали восстанавливать. С чего вдруг? Почему раньше не сделали? Почему ждали именно середины 16 века? То есть вот эти вот вопросы непонятны. При этом, если мы возьмем киевских князей, выясняется, что как с тем же самым Вещим Олегом, там все очень, очень мутно. Например, тот же Андрей Боголюбский, да, как выясняется, он был, оказывается, не киевским князем, а князем Вышгородским. Но нас официальные историки пытаются уверить, что назывался он Вышгородским по пригороду современного Киева, который там действительно был. Опять же, на старых картах, если мы возьмем того же Артелиуса, да, карты середины 16 века, значит, то мы увидим сначала на Днепре в этом месте появляется именно Вышгород, а уже потом, через какое-то время, у того же Артелиуса рядом с Вышгородом появляется Киев. Но дело в том, что вот этот вот князь Боголюбский, он князь Вышгородский, а не киевский. А если мы начнем изучать, что такое Вышгород и где он находился, мы выясним, оказывается, что значит, в городе Кингисеппе современном значит, есть крепость, и у нее старое название Вышгород. Если мы возьмем город Таллин, то мы узнаем, что раньше Таллин назывался Ревелем, еще до этого он назывался Колыванью, уже русское слово, Колывань, да? Кстати, Колыванская ваза, да? Понятно, откуда она, да? Не из Сибири, нет. Колыванская ваза, это ее оттуда и приволокли. А еще самое первое название Таллина – Вышгород. И до сих пор центральная часть Таллина так и называется – Вышгород. И именно в Вышгороде сейчас заседает парламент Эстонии. Это никакая не тайна, это все об этом знают. Если мы возьмем непосредственно Киев, как это слово откуда взялось? Нам говорят, что это по имени князя Кия какого-то. Но это одна версия, официальная. Да? А если мы возьмем значит, этимологию этого слова из старофинского языка, то мы узнаем, что Каева или Куева так на старом финском языке именовали русских. Еще второе название, более позднее, Венима, и они до сих пор нас называют Венима. Венима – это слово Венеды. Венеды. Они жили от Карпат до Хибин, это западные славяне, Венеды. Вот они нас до сих пор так и называют Венедами, но только на финский манер, Венима. А в глубинке вот этой вот карелоязычной там, они нас Каева или Куева. Отсюда и вот эти поселки, значит, современный поселок Куйвази. Значит, он Куйвази стал относительно недавно называться, это вот под Питером. А совсем недавно он еще назывался не Куйвази, а Куйваша на русский манер. А что такое Куйваша? Это если с современного на старый Киевщина. Мы бы сейчас говорили Киевщина, а раньше Куевщина. Соответственно, Киев это просто пограничные русские территории. И на территории Финляндии, на границе с Россией недалеко, есть такой же город, значит, Ковали.
Коли, такой же город есть. То есть все это оттуда же ноги тянутся. Если мы возьмем город Ниен, значит, это якобы крепость Ниен, которая стояла на месте впадания Охты в Неву, якобы еще до основания Петром I города в этих местах. Вот, там раскопки сейчас идут. Если мы возьмем слово Ниен и сравним Ниен и Киев, и там 4 буквы, правильно? Первое совпадение. Второе. 2 гласные буквы И и Е, они создают фонетику. Иен. Теперь возьмем первую букву К и Н. Печатных машинок тогда не было. Как по прописи пишется К и как прописью пишется Н. Если вы это написал, ты запросто К можешь перепутать с Н. Вот, то есть у нас же совпадение по количеству, по фонетике и по первой букве. Киен, Ниен. И последняя буква — это просто огласовка, окончание. Это уже от разного языка, просто прочтение. И все. Вот вам еще одно доказательство того, что Киев — это и есть Ниен, старый город. Вот вам, и тогда сразу становится понятным, почему у киевского князя был воевода Олег, который жил в Ладоге. Вот вам Киев, не тот, который за 1500 километров на Днепре, ну вот, а вот он Киев. Вот он Киев, вот она Ладога, между ними 150 километров. Все понятно, логично, ясно. То все становится на свои места.